Всем привет, друзья! Рад снова видеть вас на канале «Я строю дом на Алтае». С вами снова я, самостройщик Комаров Алексей. Закончив армирование первого ряда, я незамедлительно продолжил стройку и быстренько сделал кладку второго ряда. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Целая неделя на это ушла. 3 рабочих строительных дня. Так, дедушка, ты откуда? Не мешай историю рассказывать. Так вот, о чем я говорил. Сделал я кладку второго ряда, и времени на это у меня ушло гораздо меньше, чем на первый. Это уже хорошо. Второй ряд я ложил без причалки, только по уровню. Плюс контролировал все лазерным китайским уровнем. Получилось довольно-таки неплохо. Да еще и мой маленький прораб мне помогал. Рука постепенно начала набиваться, и кладка блоков уже стала не такой сложной и тягостной. Здравствуйте, уважаемые коллеги. С чего же начинается дом? Может быть, дом начинается с фундамента? Или дом начинается с прихожей? А может, с подъезда? Или с двери? С вешалки? С порога? С кухни? С проекта? С крыльца? Итак, давайте посмотрим, какой же у нас фундамент. У нас фундамент примерно вот такой. И плюс здесь у нас небольшое крылечко. Здесь намечается входная группа. Соответственно, здесь будет вход в дом. Вот здесь, везде уже сделана засыпка песком. Почти до верха фундамента, минус где-то 20 сантиметров. А вот здесь, вот эта область у нас получается пустой. То есть здесь высота 1 метр, глубина до дна. И так как я начал строить, то высота стен уже перестала позволять перешагивать через нее. И поэтому нужно обеспечить вход вот здесь. Потом, чтобы можно было пройти сюда. Вот так. Значит, крыльцо у нас, соответственно, должно быть тоже здесь. Тут мы сейчас сотрем. Рисуем крыльцо. Крыльцо должно быть вот здесь и вот так. Ну и вот здесь должны быть ступеньки, чтобы заходить. Это позволит мне спокойно перемещаться по стройке и попадать с земли во все комнаты, разносить здесь газобетон. Ну и, собственно, это будет удобно, потому что перешагивать выше второго ряда уже не будет представляться возможным. Итак, вот такой вот у нас план действий. А теперь посмотрим, что у нас из всего этого получилось. Итак, временное крыльцо я решил строить из подручных материалов. К этому времени у меня уже освободилось несколько поддонов от газобетона и плюс доски от опалубки на фундамент. Подобрав подходящие по длине доски, я прикинул их, как они стоят, понял, что мне в принципе все нравится и начал все это дело потихоньку скручивать. С одной стороны доски лежат на поддонах, а с другой стороны на доске, которая опирается на фундамент. Скручивал их между собой, как всегда, через брусок. Это очень удобно и надежно. Эти бруски остались еще от опалубки для фундамента. Ими я скреплял верх опалубки. И да, гвозди и саморезы тоже остались от опалубки. Сверху видно, что две доски я поставил наискось.
Это потому, что их длина оказалась чуть больше, чем длина проема. Но я не стал их подрезать, это лишняя работа, потому что работать они будут и поставлены в таком положении. После того, как я прикручу сверху доски, конструкция будет более чем надежной. По краям я раскладывал короткие доски по длине внутреннего крыльца. По центру же я решил выпустить более длинные доски, чтобы у внутреннего и внешнего крыльца это были общие доски. Длинные доски защитят газобетон дверного проема от излишних механических повреждений, которые были бы, если бы постоянно бы на него наступали. Думаю, сколы были бы неизбежны. Наружное крыльцо также состоит из двух поддонов от газобетона и из досок, которые все это соединяют вместе. Под поддоны я немного выкопал канавки, чтобы они стояли в одном уровне и чтобы доска, которая будет общая для внутреннего и внешнего крыльца, была в одном уровне. Крепление досок и поддонов между собой все так же через брусок на саморезы и на гвозди. Ну и промежуточный контроль по уровню, чтобы все более-менее было ровно. При креплении верхнего настила я старался в каждую доску, которая поддерживает каждую лагу, по одному саморезу вкручивать. Для того, чтобы сделать лестницу, я выбрал две доски, набил на них по разметке бруски, соединил потом все это другими досками, и получилась довольно-таки сносная лестница, хотя ступеньки сами получились узкие, но так уж получилось. Гвозди при этом я доставал из старых брусков, которыми крепила палубку и которые в свое время мне было лень от гвоздей избавлять. Ну вот тут как раз время на это и нашлось. Самое важное на этом этапе – это сделать правильную разметку. Ну, в этом ничего сложного нету. Саму лесенку к крыльцу я крепил сбоку к доскам настила. Это показался очень простой и удобный способ крепления, ну и довольно-таки надежный. Тест-драйв получившегося крыльца, все надежно, не шатается, можно ходить и с тяжелыми предметами, все в порядке. По ступенькам поднялся, опустился, ничего не шатается, никуда ничего не хочет развалиться. Все, по-моему, прекрасно. Можно дальше спокойно продолжать стройку. Если видео было полезным и понравилось, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, делимся в соцсетях. Это поможет развитию канала. А я прощаюсь с вами до новых видео. И помните, будет еще очень много интересного, ведь стройка только началась.